Добрый день, дорогой друг, и добро пожаловать на канал Dantist Records. В этом видео мы разберем такого эпического танка, как Барон. Для меня он является чуть ли не легендарным героем, одним из первых моих танков на аккаунте. Расскажу, что, как я им пользуюсь, как я его вижу и почему он так хорош. А если вам не очень нравится смотреть видосы, хотите читать гайды в тестовом варианте, да, то есть в текстовом, я опять говорю тестовом, в текстовом варианте, подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, самая полезная информация. Там уже давно есть карточка этого Барона, да, разобраны все плюсы, минусы, что одеть. Короче, все есть. Также есть самая свежая информация от разработчиков, что будет в патчах, что выходит, какие-то мысли, гайды. Короче, все самое полезное по игре Watch of Realms. А мы, друзья, приступаем к обзору. И еще что хотелось бы сказать. Давайте вместе с вами, да, выберем, на кого из следующих героев вы хотите обзор с моего аккаунта. То есть это мой аккаунт на сервере первопроходца. Здесь много ресурсов, много героев прокачано. И я бы с вами поделился бы, как использовать того или иного героя, как я его использую. Список героев можете увидеть вот здесь. Вот давайте я вот так вот проведу вниз. В комментариях пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующем видосе. Да, разбор героев. Вот те, кто у меня прокачаны на 6, теми я активно пользовался. И в целом могу вам рассказать. Мари я не прокачал на 6, но Мари тоже очень активно пользуюсь. То есть вот список героев. Можете в комментариях написать, я выберу какого-то героя, которого вы хотите увидеть. Все, приступаем к обзору Барона. Погнали. Друзья, Барон входит в состав фракции Кошмаров. Кошмар — это одна из лучших фракций в начале игры, да, потому что много милишников, много топовых героев. Если мы перейдем в коллекцию, да, мы увидим, что в Совете Кошмаров действительно очень много топовых героев в игре. И у нас есть гнев, которого нам дают, у нас есть комода, которого мы можем слиять, и очень много полезных героев. А каждый герой в этой фракции, да, когда он выставляется, усиливает, то есть ускоряет, да, дает скорость атаки. Мы должны это запоминать. То есть нам дают лидерку гнева, у нас по-любому будет эта лидерка на 14 день, и по-любому у нас будет 10% к характеристикам, плюс, когда у нас 4 героя на поле, то у нас скорость атаки повышается на 35%. То есть мы уже держим в голове, что на многих героях мы можем не дособирать скорость атаки, да, а я рекомендую на всех там дамагерах набирать около 300 скорости атаки, то мы можем ее набирать меньше, просто потому что сама фракция ее усиливает. И есть один минус данной фракции, это эффект исцеления получаемый снижается на 20%. Это очень важно, потому что мы будем использовать Барона, он тоже усиливает эту фракцию. И сразу же, что мне хотелось вам сказать, старайтесь, если, к примеру, да, вот мы идем на какой-то рейд, нам нужно, к примеру, взять лидерку, да, гнева. Вот мы там собираем отряд наш, к примеру. Где у нас там гнев? Взяли лидерку гнева, собрали героев этой фракции, там взяли Барона, там, вот, у нас есть 4 героя фракции. И видите, у нас Барон получает бонус 10% к характеристикам, но минус 20% к хилу. Это может быть проблемой, поэтому вариантов 2. Либо я вам расскажу по артефактам, какой можно взять, чтобы нивелировать этот дебаф, да, фракции. Либо вы можете просто Барона взять другой, вот этот, в другой слот, а здесь просто добрать еще одного героя, и если он у вас есть, из этого состава. Тогда вы не получите 10% к характеристикам, но вы не получите минус 20% к хилу. Обратите это внимание, да, когда вы его ставите под лидерку, хилы его хилят слабее. Переходим, это вот такой вот немножко фракционный момент по Барону. Переходим к разбору вообще его каких-то базовых характеристик. Да, мы можем пройти здесь, посмотреть. На 60 уровне он имеет 3000 защиты и 25 тысяч хп. Для эпического героя, да, это не такие уж маленькие показатели. К примеру, запомнили 25 тысяч и 3000 здесь. Переходим сюда, берем легендарного героя, к примеру, с Хартса, да, который вообще лидер фракции, просто мега крутой герой, и на максимальном уровне 26 500 и 3 600. То есть
не сильно. Ну да, статы выше, это все-таки легендарный герой, это вообще лидер фракции, да, очень крутой танк. Но мы с вами видим, что не намного хуже. Не намного, да, то есть это не так, что там раза в два у него статы хуже, и мы не можем его использовать. Тоже даже по базовым характеристикам барон очень хорош. Переходим дальше. Переходим дальше, друзья, что у него еще есть. По продвижению здесь вы можете пройтись, вот на первом продвижении открывается его пассивка, но давайте перейдем к навыкам. То есть у него 3 скилла. Базовый скилл, которым он просто бьет. Дальше. Очень крутая пассивка. По сути дела, это бессмертие. Что оно дает? Когда вас уже убивают, то есть у вас не остается хп, 8 секунд вы бессмертны. То есть вас просто не могут пробить. Сразу скажу, где это может быть полезно. Какие-то жесткие боссы, да, которые там где-то в том же разломе могут пробивать и убивать. Да, если у них нет игнора, ни уяза, то барон 8 секунд может танчить, в это время вы можете вливать урон. Второй рейд, когда катятся колобки, когда вот это в целом ауешка идет. Если вам нужно сдержать колобков, 8 секунд барон тоже их сдерживает. С пробудами навык раскрывается вообще нереально. Потом перейдем, я вам расскажу. Дальше. Один из самых крутейших скиллов барона, который требует всего 400 вот этой энраги, да, тут книжками вот минус 100 делается, 400 энраги требуется. На 10 секунд 100% хп превращается в щит, да, то есть 100% макс ОЗ в течение 10 секунд превращается в щит. Когда щит лопается, наносится массовый урон от здоровья. То есть запомните, не от атаки, да, именно от здоровья наносится массовый урон. Плюс, когда у нас там вот с пробуждением мы сейчас пройдем, еще увеличиваем себе защиту под этим скиллом. Читерный навык, потому что очень мало требуется вот этой вот энраги, да, чтобы заюзать щит. И щит очень-очень часто можно юзать. То есть можно переживать какой-то урон, можно там жестко поглощать это все, то есть тех же колобков. Дикий танк. Разлом выносит вперед ногами, просто там топчик. Второй рейд выносит ногами. Давайте уже, да, раз я уже начал говорить, где его можно использовать. И очень крутой танк, рейд для материалов. Может держать и босса, может держать и боковые линии, плюс дополнительно дамажить, да, то есть как вот второй эшелон защиты боковой линии, чтобы ваши мобы убили босса, можно выставлять барона, он дополнительно, когда щит спадает, еще и наносит урон. Также босса спокойно танчит под щитами, под неуязом, вообще топчик. На фракции шикарно держит мобов. Дальше, на боссе гильдии в самом начале игры можете ставить, он может спокойно переживать вот это дыхание, если вы не пробили щит. Я в одно время его по приколу ставил, просто чтобы переждать щит и потом заново героев выставлять. Но это такой, просто чисто приколюшка. В рейде для продвижения на воинах тоже может спокойно стоять, там танчить. Нас интересуют главное вот эти рейды. В первом рейде очень круто может держать босса, как затычку, да, если вы видели стратегию, вы ловите босса, который бежит танком, и барон его отлично танчит под щитами, под неуязом, плюс еще дополнительно массовый урон вокруг наносит. Рейд для снаряжения 2, один из лучших танков, да, если мы даже сюда пройдем, я не помню в руководстве есть он или нет. Нет, к сожалению, его здесь не добавили, потому что здесь есть Олег. Олег, конечно, тоже очень крутой. Я бы сюда тоже добавил бы барончика, потому что барончик действительно очень крутой. Вот, поэтому рейд для снаряжения 2, рейд для снаряжения 1 в компании спокойно все танчит. Полностью у меня вытанчил даже кошмарный разлом, да, вот здесь вот есть разлом. Он даже кошмарный разлом шикарно танчит. Среднюю сложность тоже пронес спокойно, то есть прокачиваете, берете, и барон свою функцию выполняет. По пробуждениям, друзья, самое важное, давайте пройдемся. Пробуждение. Ему очень важны пробуждения, да, то есть они его действительно очень сильно усиливают. Первое пробуждение дает 15% защиты, когда действует щит, это неплохо. Второе, просто защиту дает. Здесь плюс 3 секунды к вот этому бессмертию, то есть изначально у нас 5, здесь становится 3. Это действительно круто. Снижение всего урона на 5%, но это на всех танках имба. И вот это вообще, вот это пробуждение просто мега топ. Каждый раз, когда, да, вот у вас, к примеру, вас пробили, вот какая есть проблема у барона? Пробили, выбили неуяз, и после неуяза он умирает. А здесь, после неуяза, он восстанавливает 50% здоровья,
И еще вы можете выждать этот момент, то есть тяжело, да, после неуяза просчитать момент, наложить щит, чтобы он выжил. А здесь вы ждете момент, он отхиливается на 50%, вот, и после этого еще можете наложить щит, потому что он стопудово откадешится, и вы получаете практически фуловый, еще и под щитом продолжаете дальше танчить. Действительно, 5-я пробуда на бароне очень сильная. Перейдем теперь к снаряжению. Как я уже и на Ливен, да, если вы видели видос по Ливен, танки все примерно одинаково одеваются. То есть страж, шикарный сет, чтобы снизить урон на 15%. Здесь либо мы берем какие-то сеты, которые нам дают защиту, здоровье. По сути дела, все равно. И в допах тоже ищем защиту, здоровье. Самые главные статы, которые нужны танку. Здесь можно и восстановление ярости дополнительно в допах, да, искать, просто чтобы почаще накладывать щит. И все, эффективность исцеления, она работает только на хилах, криты, там вот этот крит урон, но я лучше вот брал бы танка, который лучше танчит, чем как-то он там дамажит. Плюс у него урон все-таки от здоровья идет, можете спокойно и здоровье, и защиту. Главное, не забывайте защиту тоже ему настакивать, потому что некоторые качают только здоровье, и он становится очень ватным и пропускает весь урон. По артефакту, так же, как и многим танкам говорили, стена Олега, если нужно много героев на себе держать, да. Также хорошая царственность, как раз про нее и хотел вам сказать. Царственность дает эффект исцеления 20%. Вспоминаем лидерку кошмара. Если мы ставим его в лидерку, чтобы получить 10% статов, можем взять данный мифический артефакт, который даже на вот первом уровне 20% исцеление дает, и, по сути дела, нивелирует вот этот дебаф, который дает фракция кошмаров. Поэтому можно использовать милость, можно использовать стену Аллага. Жажда кровопролития, ну, такое себе, честно, дамажить, дамаг, чисто как под дамаг брать я бы, может, не брал бы. Я бы, скорее всего, брал бы царственность, либо стену, либо милость богини. Как-то так, друзья, шикарнейший герой. Если он вам выпал и вам нужен танк, у меня долгое время они прям вдвоем с Ливиан в связке закрывали все, что возможно в игре. Поэтому смело используйте, смело качайте. Барон действительно наикрутейший эпический герой, можно даже сказать легендарный. Если вам было полезно, если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забываем, да, можете выбрать следующего героя из моего списка, на которого я запишу обзорчик. Желательно, друзья, герои, которые есть на новых серверах, да, которые на глобал серверах, чтобы не было там каких-то атроксов. Но атрокс есть видос на канале, можете посмотреть на будущее, да, уже. А так, может быть, какие-то там герои вам интересны, кем бы вы хотели поиграть и не знаете как. Все, с вами был Dantist Records. Пока. Чистить зубы не забывайте.